Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Если вы ищете модельку, вдохновение, идею для какой-нибудь интересной кофточки, то вот мое вам предложение. Давно смотрю я на этого пушистика, не пойму я, как его назвать, то ли жакетик, то ли кардиган, да, красивый такой, интересный. Пусть будет кардиган, да, пусть будет кардиган из альпаки, такой пушистый, нежный, весь какой-то прям воздушный, кажется, да. С какого-то бразильского сайта нашла картинку, то есть экзотическая внешность девушки, да. Давно смотрю на эту модель, все думала, надо сделать мастер-класс, но вот, похоже, пришло время, да. Так, ну над этой моделькой мне пришлось потрудиться самостоятельно, поскольку кроме вот этого изображения ничего не было, да. То есть я искала выкройку слава богу, узор очень простой, сейчас приближу, не знаю, насколько это вы видите. В общем, очень легко оказалось составить схему. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Ну и выкройка классическая такая, спущенный рукавчик. Решила сделать такую квадратную пройму. В общем, мои хорошие, пушистика очень вам рекомендую связать. И пряжу такую интересную выбрала. Ну, прям-таки мягкая-примягкая. Так что давайте я вам покажу сейчас пряжу, сами ее оцените, сами поймете, о чем я говорю, да. Ну и такой симпатичненький кардиганчик, я думаю, пригодится в гардеробе любой женщины, как молодой, так и не очень. Как видите, для молодежи сейчас очень характерно такие укороченные кардиганчики, да, носить. Вот. Ну а женщинам постарше, думаю, что укороченная моделька тоже не помешает. Да? Смотрите, рукавчик мы тоже будем вязать, резиночка у нас здесь, и здесь уже более такое объемное полотно, прибавочки будем делать, да, в рукавчике. Так, ну и здесь планочка, резиночка 1 на 1 у нас везде используется. В общем, девочки, все по ходу я вам расскажу. Как всегда будет у нас и выкройка, и схема, и описание. Все. И как расположить узорчики на тот или иной размер, тоже я все рассказываю после того, как мы свяжем с вами образец. И как всегда будет мое описание под видео выложено. Так что всегда воспользуйтесь готовыми, так сказать, моими расчетами. Как сделать эти расчеты, кому интересно, обязательно посмотрите в конце видео, идут мои подробные объяснения. Итак, начинаем с выбора пряжи. Для вязания этого кардигана я выбрала пряжу Гималая Ультра Кашемир. 75% акрила, 25% альпаки. Очень пушистая, нежная пряжа, абсолютно не колется. Очень она пушится. Средней скруточки толщина ниточки. Вот видите, как пушится сильно. Бесподобно смотрится любой узор в этой пряже. Хорошо, ровно ложится. Спицы использовала я 3,5, хотя можно и побольше взять размерчик спиц. И вот так выглядит у нас узорчик. Узорчик очень легкий, девочки. Реально вяжется на одном дыхании всего. В общем, очень мне нравится эта пряжа, девочки. Я бы из нее вязала бы. Так, ну а сейчас давайте посмотрим схему этого узорчика, да. Выкройка, как всегда. Ну и будем составлять описание. Я расскажу, как узорчики нам расположить на тот или иной размер. Схема узора я нарисовала, вот так она у нас выглядит. Как я уже сказала, раппорт у нас будет составлять
4 ряда, то есть вот с 1 по 3 мы вяжем, да, все изнаночные ряды вяжутся изнаночными петельками, поэтому я их здесь не показываю. Вот. И начинаем опять с 1 ряда, да, то есть тут вот у меня высоту 2 раппорта нарисованы на схеме. Условные обозначения тоже очень простые. Кружочек, накид, вот такая линия, это лицевая, да, вот этот треугольничек, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и вот этот в зеркальном отображении, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну и все, собственно. Вот такой вот очень простой узор. Теперь, что касается выкройки, я тут ее немного корректировала. В объяснениях у меня используется немножко другая выкройка. Вернее, она такая же, просто размерчики здесь вот подрисовала. Видите, здесь как будет на самом деле. Здесь же будет планка у нас еще вязаться, да? Так, поэтому, конечно же, полочки будут немного уже, да? Вот. Ну, на 4 получается размера. Первый 44-46 у нас идет размер, а в скобочках на 50-52 размерчик идет. Так, и, в общем-то, как я уже говорила, не стала я делать совсем уж спущенный рукав. Решила вот такую небольшую, неглубокую пройму сделать, квадратную, упрощенную, да. Соответствующий у нас вот такой укороченный окат получается, очень маленький, на 3,5 высоту, всего сантиметров, да. Но так будет, по-моему, поинтереснее смотреться, потому что иногда бывает грубовато, да, когда очень сильно спускается плечо, и все-таки у нас кардиган не очень такой уж прям совсем уж свободный, да, то есть он какой-то такой средней свободности. Так, укороченный он у нас получается в размере, то есть выкройка как раз на укороченный. У меня длина для маленького размерчика, для первого размерчика всего 52,5 рассчитана эта выкройка, и на побольше размер 56,5, то есть это будет немного укорочено. Но вы, мои хорошие, можете под себя связать любую длину, да, то есть ничего здесь нет сложного, просто немножечко вот эти размерчики корректируете и вяжете то, что вам нужно, да. Так, ну, по этой выкройке мы составляли описание, в конце видео выложено все эти мои объяснения, как с использованием плотности и выкройки составить индивидуальное описание. Да? Кому это интересно, пожалуйста, смотрите. Это очень интересная и важная информация. Она вам пригодится не только для этой модели, но и для других. То есть там принцип действия один и тот же. То есть подход при составлении индивидуального описания именно вот такой я использую во всех своих вот этих мастер-классах, во всех изделиях. Так, с этим тоже понятно. Ну и еще про описание. Я его тоже акет называю, то кардиган, да, не знаешь, как назвать лучше. Так, сейчас немножко увеличу. Значит, смотрим. 44-46 про размеры, да, это я вам говорила, 50-52. Второй размер идет. Про пряжу я вам уже все рассказала. Про расход говорю. Приблизительно будет на маленький размер 450 грамм понадобится. И на большой размер около 600 грамм розовой пряжи. Спицы использую 3,5, да. И понадобится вам круговые спицы для планки вязать, да, тоже 3,5. Еще 6 пуговиц дополнительно. Плотность мы с вами определяем после того, как свяжем образец. Как это сделать, кому интересно. Я там еще про вертикальную плотность говорю, а зачем она нужна, тоже объясняю. Посмотрите, в конце видео все эти мои объяснения идут. Так, также в конце видео идут объяснения, почему такое количество петель мы набираем, да, и так далее. Как сделать расчет на горловину, сколько петель, да, сколько на плечи расположить петель. Все там у меня в объяснении в конце видео есть. Все это я зачитывать, естественно, не стану, да, все это вы почитаете в конце видео. Под видео я обычно выкладываю свое вот это вот описание.
для вашего удобства. Так, сейчас я стала еще в Яндекс.Дзен формировать готовые статьи по своим описаниям. Это бесплатные инструкции по вязанию. Девочки, очень удобно. Там собрана и схема, и выкройка, и вот это все описание расположено, и модель перед вашими глазами. Тоже смотрите, пожалуйста, заходите на мой канал в Яндекс.Дзен. Там у меня такой статейный вариант идет. Так что 2 канала вот сейчас решила второй организовать. Тоже можете подписаться. Я там буду иногда выкладывать какие-то интересные модельки, которые я не делаю мастер-класс, а уже как бы готовые, но мне интересные, заинтересовавшись меня. То ли красотой узора зацепившие, то ли просто интересная модель там. Может быть, модная модель какая-то. Поэтому подписывайтесь. Будет что-то новое, интересное в Яндекс.Дзене. Так, ну а сейчас давайте будем вязать образец. Так, схемочка у нас совсем простая, всего 2 ряда. Ой, 2 ряда, всего 4 ряда. Смотрите, с 1 по 4 ряд, да? И далее повторяется. Я ее вот так от руки нарисовала. Можно было вообще не рисовать. И так все понятно. В общем, девочки, для образца, здесь у меня я решила 3 раппорта сделать. Для образца набираем 23 петли. 3 раппорта по 7 петель. И вяжем первый ряд. Смотрите. Значит, первый ряд вяжем. Показываем. Значит, первый у нас идет раппорт лицевая. Затем вот тут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками. Вот так вот перекрестила их. Да? Вторая у меня поверх первой. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево и лицевая. Связали. Второй раппорт то же самое. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Второй раппорт связали. Третий вяжем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, пушистая очень пряжа, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Вот 3 раппорта связали, кромочная, изнаночная. Второй ряд будем вязать, все петельки будут изнаночные, в том числе и накиды. Третий ряд вяжем. Первый раппорт вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали первый раппорт. Второй вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт провязали. Вяжем третий раппорт. То же самое. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочную вяжем изнаночную. Провязали третий раппорт. Вот так. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками и повторяем все опять с первого ряда. Вот такая легкотня. Такой легенький, но в то же время не самый плохой, да, не такой интересный, рельефненький он немножко, узорчик пушистенький. Прям самую точку дизайн и узора, и кардиганчика интересного. Делаем влажную тепловую обработочку нашего образца.
паром я это делаю. Так. Руки мокрые. Так. В общем, пусть это все вот так потянется и высохнет естественным образом. Теперь наша задача плотность рассчитать. Для этого нам понадобится, все высохло, понадобится линеечка. Берем линеечку, прикладываем и меряем ширину. 15 сантиметров ширина образца. И мы с вами набирали 23 петли. Делим на 15 сантиметров. Получается плотность 1,5. То есть в 1 сантиметре 1,5 петель у нас умещается. Теперь по вертикали плотность. Также меряем высоту. У меня вот получается 10 где-то, да? 10 сантиметров высота. И здесь у меня 6, по-моему, раппортов я вязала. 6 раппортов по 4 ряда, это 24 ряда. И 24 поделить на 10, 2,4 у нас в 1 сантиметре 2,4 ряда умещается. Запишем эти циферки и сейчас по выкройке будем составлять описание для этого красивого кардигана. Вот такую выкройку я выбрала. 4 даже размера у нас будет использоваться здесь. Значит, первый размер 44-46 и второй размерчик у нас будет на 50. 52 даже можно. Ну, в общем-то, 56 сантиметров, девочки, будет полуобхват бедер. Так, и смотрим. Значит, укороченная длина у нашего жакета. Для маленького размера длина будет 52,5, для большого 56,5. Длину вы можете корректировать так же, как и ширину, под себя. Но здесь необходимо правильно и красиво расположить раппорт нашего узора. 7 петель в нем. Начинаем все по порядку. Начинаем с того, что определяем, сколько нам нужно набрать петель на спинку, да? Считаем. Значит, у нас с вами спинка это 47 сантиметров. 47 сантиметров я умножаю на плотность по горизонтали. 1,5 у нас было. Получается, вот смотрите, 70 петель. Ну, 71 там где-то. Хорошо. Давайте запишем. 71 петля, да? Второй размерчик у нас идет с вами 56 сантиметров. Мы умножим на 1,5. То же самое получаем 84 петли. Все-таки здесь, мои хорошие, лучше писать четное число. Да? То есть я 72 давайте напишу. Так, и давайте поделим все это дело на 7 раппорт. 72 поделить на 7 будет у нас с вами умещаться 10 раппортов по 7 петель и 2 кромочные, да? То есть 72 петли, это будет есть 10 раппортов по 7 петель и 2 кромочные. Итого 72 петли на спинку набираем. Что касается второго размера, 84 поделим также на 7, будет 12 раппортов. Значит, 12 раппортов по 7 петель и 2 кромочные. Сколько это будет? Это будет 86 петель. То есть вот это вот наши с вами окончательные цифры на первый наш размер и на второй размер. Теперь со спинкой мы определились. Целое число раппортов у нас с вами, все отлично. Теперь возвращаемся опять к выкройке, смотрим полочку. У полочки будет планка вязаться. Поэтому планка будет у нас около 5 сантиметров в ширину. Поэтому
для планки отнимаем из общей ширины 2,5 сантиметра в среднем. Там 2,75 получается. Ну, в общем, 2,5, грубо говоря, да? И также по плотности вычитаем. Смотрите, то есть у нас вот здесь с вами получается для первого размера, если мы отнимем 2,5, это будет 21 сантиметр, а для второго размера это будет 25,5 сантиметров. Также 21 умножаем на нашу плотность 1,5. Получаем 31 петлю. Запомним это, да? Далее, давайте, я уже записала. Далее 25,5 сантиметров на второй размер умножаем на 1,5 плотность. На второй размер получаем 38 петель надо набирать для полочки. Теперь как нам определиться с раппортами? Там, где 31 петля, делим на 7 число раппортов. Получаем 4 полных раппорта будет у нас. И это, давайте устно, таблицу умножения 4 умножить на 7, это 28 петель, а нам надо 31, да? Но здесь плюс 2 кромочные, то есть это уже получается 28 плюс 2, 30, а надо 31. Подчеркиваю. Если для вас это не принципиально, оставляем 30 петель. Если принципиально, все-таки и справа, и слева, и с правой полочки, и с левой полочки по одной петле минус, да. Можно, конечно, за счет планки все это откорректировать, сделать ее чуть-чуть пошире. Можно принципиально прибавить одну петлю. То есть вот вы делаете 4 раппорта и 1 петля. Ее не будет видно. Она впишется отлично в узор, да. Все-таки вот такой как бы выход. Далее, по второму раппорту 38 делим на 7. 38 петель делим на 7. Получаем целое число 5. 5 раппортов у нас с вами пойдет. 5 умножить опять-таки на 7, это будет 35 петелек. У нас, повторяю, надо, чтобы было 38 петелек. То есть 35 плюс 2 задействовано будет 37 петель. Но опять одной петли не хватает. Да? То есть вот такой расклад, мои хорошие. Поэтому планочка будет широкая. Если вы не хотите делать широкую планку, не 5 сантиметров хотите, а 3, тогда лицевой гладью, то есть лицевыми петельками регулируете, да? Также вы набираете 4 раппорта и вот эти лицевые петельки прибавляете по планке, по полочке. Это будет не очень красиво, да? Все-таки давайте придерживаться вот такого конструкторского решения, планка будет широкая. Это не уродует изделие абсолютно, это ее изюминка, да? Ее красота. Вот такой расклад. Поэтому я буду писать про 30 петель. 30 петель у нас будет на первые 2 размера у планки. И на второй размер я тоже буду писать 37 петель, мои хорошие. Вот таким образом. Будут у нас распределяться узоры. Поэтому планка будет около 5,5 сантиметров. Имейте это в виду, в ширину. Так, теперь что касается рукавчика. По низу у нас 11 сантиметров, половинчатый размер. То есть это будет 22 сантиметра. Умножаем на нашу плотность 1,5. По рукавчику, значит, будет у нас 33 петли. Да? И по второму размеру, там 24, также на 1,5, будет 36 петель. Так, далее. Вот в этой части самой широкой рукава тоже посчитаем петельки, поскольку нам сейчас нужно с вами определиться со скосом рукавчика. Скос рукавчика. Так, и мы с вами 20,5. Вот здесь у нас 20,5, видите? 20,5. Ширина рукава половинчатый размер. Это 41 полный размер.
41 сантиметр, и умножим на плотность 1,5. Получим, девочки, получим 60. Вот смотрите, либо и тут мы делаем четное число, тогда и тут должно быть четное. Я пишу 62, да? Тогда здесь будет 32 внизу. Четное должно быть число. Так, и теперь вычитаем из большего числа меньшее. То есть из 62 вычитаем по низу 32. 30 петель надо прибавить нам в процессе вязания. Это будет наше расширение рукава. Мы делим это на 2, потому что справа и слева они будут симметрично прибавляться. Будем всего прибавлять 15 петель справа, 15 петель слева. Так, это мы определили. И через какое расстояние будут и прибавки. Они должны идти через равные интервалы. Да? Для этого мы применяем вертикальную плотность. Смотрите, мои хорошие. От одной планки до оката рукава, вот здесь, у нас с вами по выкройке 40,5 сантиметров. Эту величину из сантиметров переводим в ряды. Для этого воспользуемся вертикальной плотностью. Вот мы ее с вами, помните, считали? Она у нас 2,4. Значит, начинаем считать. 40,5 сантиметров умножаем на плотность по вертикали 2,4. 97 рядов. Я вот так пишу, знак равенства, 97 рядов. И теперь на 97 рядах мы должны с вами равномерно распределить 15 петель. 97 делим на 15. Вот смотрите, у нас с вами получается 6,5, да? То есть, если мы скажем, что в каждом шестом ряду делать прибавки, это будет неправильно, да? Обычно здесь вот такой выход делают, да? То есть делят вот эти 15 петель, предположим, значит, берем 8 петель, в каждом шестом прибавляем, а затем интервал следующие 7 петель, да, 7 петель, половинку, прибавляем в каждом седьмом ряду. Вот так можно это все немного откорректировать. По второму размеру, то есть я пишу через 6-7 рядов. Так, второй у нас 62 по верху идет и 36 по низу. Это будет 26 петель. Всего надо будет прибавить. Поделим также на 2. По 13 петель. Нам большой размер. 13 петель будем прибавлять. И также мы с вами 97 рядов поделим на 13. Получится то же самое, видите? То есть давайте с вами так решим вопрос. Через половину будет петель прибавляться через 7 рядов, а вторая половина через 8 рядов. Да? То есть 13 делим условно пополам. Первые 7 петель в каждом седьмом ряду прибавка, а следующие 6 петель в каждом восьмом ряду прибавка. Так. Когда у нас достигнет высота 97 рядов, мы с вами прекращаем все прибавки и начинаем вязать вот этот наш окат. Без прибавок еще 3,5 сантиметра. Также в ряды переводим. 3,5 умножить на 2,4. Еще 8 рядов. Вяжем и после этого закрываем петли рукавчика. Теперь нам еще также надо по вертикали распределить. Вот, предположим, 32 у нас от планки до проймы идет высота 32. То есть, смотрите, в описании будет написано, что на высоте 32 сантиметра равно, в рядах все меряем, 32 умножаем на плотность 2,4, получаем 76 рядов. То есть, ну, можем, конечно, округлить 77 рядов. Ну, вот такой вот расклад. Обычно четное число бывает. 77
7 рядов, хорошо пусть будет, как получилось на счетной машинке. То есть на высоте 77 рядов начинаем закрывать пройму. По пройме у нас написано 3,5 сантиметра глубина проймы. Да? Что это значит? Это значит, что в петельном эквиваленте это будет 3,5 умножить на плотность по горизонтали 1,5. Это будет 5 петель, мои хорошие. Всего 5 петелечек нам надо будет. Такая вот у нас квадратная маленькая проймочка. Но это чтобы спущенность рукава была не очень грубой, да, скажем так. Немножечко она у нас так смягчается. Да? Вы же видели, что на нашем с вами жакете, кардигане, как угодно называйте, она пройма так все-таки какая-то присутствует. Я уверена, что здесь какая-то вот именно такая выкройка использовалась. Потому что обычный окат у нас более глубокий бывает, там 4,5-5 сантиметров, да, глубина его, а тут вот так. Вот таким моим хорошие, вот таким образом все у нас получается. Теперь по горловине часто возникает вопрос, да, то есть вот как нам наши петельки с проймой мы разобрались, а вот что нам тут вот с вами, как тут корректировать, да, как бы вот у нас сколько придется на плечо по спинке, сколько на горловину придется петелечек, да, давайте посчитаем. Плечо 10,5 у нас, по выкройке в сантиметрах умножим на 1,5. Значит, приходится на плечо 16 петель. Это на один размер. Аналогично считаем на второй. 14 умножить на 1,5, 21 петля. Так, ну и соответственно мы сможем узнать, сколько у нас придется с вами на вырез горловины. Да? То есть мы с вами чисто арифметически это сейчас определим. Всего мы с вами набираем 72 петли, да, по спинке на маленький размер. 72 отнять пройма, их у нас 2 по 5 петель, минус 10, да, и минус 2 плеча по 16 петель, 32, да, минус 32. Получаем, мои хорошие, 30 петель. Приходится у нас для первого размера на горловину. Аналогично вы делаете по второму размеру. Не буду загружать видео, да? Посчитайте также аналогично. Ну, в общем, вот такой расклад. Про вертикальную плотность специально я вам заострила внимание, чтобы вы обязательно мерили не рулеточкой, не сантиметром, а рядами, мои хорошие, чтобы после того, как вы сделаете влажно-тепловую обработку готового изделия, она у вас не вытянулась, ваша кофточка, и не стала бесформенным, длинным, таким некрасивым существом, неодушевленным. Так, пошутили. В общем, имейте это в виду. Вот на этой позитивной нотке, на этой шутке, которая должна вам запомниться, я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам удачи, чтобы вы связали эту красивую кофточку, да, и все это описание, которое мы сегодня с вами проговорили, в несколько, возможно, откорректированном виде будет выложено под видео. Все эти наши с вами теоретические выкладки хороши, но всегда, когда садишься и составляешь описание и делаешь более детальные такие расчеты, да, всегда всплывают какие-то корректировки, изменения. Так что я вам сейчас все рассказала, мои хорошие, для примера. Имейте это в виду. Для примера. Более детально все будет в описании. До новых встреч и удачи!